So yes, we find in Ramayana. Да, в Рамаяне. Dasaratha is the king of the Koshala provinces. Дашаратха царь всей провинции Кошала. The king of the whole Raghu dynasty. Он царь из династии Рагу. And Vishwamitra Muni is just living in the jungles with nothing. He just wears a deer skin. А Вишвамитра Муни живет в джунглях, у него нет ничего, и он одет в кожу оленя. And yet when he came to Dasaratha's house, Но когда он пришел во дворец Дашаратхи, Dasaratha put him on his throne, Дашаратха усадил его на трон, washed his feet and worshipped him, омыл его стопы и стал поклоняться and ему. was begging Vishwamitra Muni for blessings. That is the real wealth, the blessings of the renunciates. И умолял Вишвамитру Муни дать ему благословение. В этом заключается настоящее богатство, благословение отреченного человека. Because he had, even though he was king with so much power and money, he had no false pride. Потому что, несмотря на то, что он был царем, и у него было много денег, у него не было гордыни. So, this is the proper consciousness of grihastas. Именно в таком состоянии должны находиться грехасты. And the proper consciousness of a renunciate. И правильное состояние сознания отреченного человека. Is never that I'm more advanced than the grihastas. Он Look at them. They are enjoying with wives and money and cars and all of this. Они никогда не должны думать: о, я гораздо более возвышенный, чем грехасты. Посмотри на них, они наслаждаются со своими женами, со своими деньгами и машинами. To the degree you think you're better than anyone, you're not a renunciate. До той степени, до какой вы думаете, что вы лучше кого бы то ни было, вы не являетесь отреченным человеком. Рагунатха Свами, he was so humble. Рагунатха Свами был настолько смиренным. He was a multi-millionaire. Был мультимиллионером. He was the single heir to a mass fortune of his father and uncle. Он был единственным наследником всего состояния, гигантского состояния своего отца и дяди. He had wealth like Indra. Богатство его сравнивались с богатством He had a young, faithful, chaste wife that was more beautiful than an angel. У нее была прекрасная, юная, добродетельная жена, которая была красивее, чем ангел. He was young, beautiful, and popular. Он был молодой, красивый и популярный. And he gave everything up to live in the most austere circumstances of renunciation. И он все оставил для того, чтобы жить суровой жизнью отреченного человека. He wouldn't even speak to Lord Chaitanya directly. He felt so humble. He would make his questions through Swarup Damodar Goswami. Смирение, которое он испытывал, было таково, что он даже не осмеливался прямо поговорить с Господом Чайтаньей. Он задавал свои вопросы через Сварупу Дамодару Госвами. He said to Lord Chaitanya that I have Swarup Damodar said Raghunath Das is asking you a question. Сваруп Дамодар приходил и говорил: Рагунат Дас задает тебе вопрос. He's renounced the world and taken to this order of life, but he doesn't even know why. Он оставил весь этот мир и живет отреченной жизнью, но даже не знает почему. He wants you to tell him what is the duties of one in the renounced order. Он хочет, чтобы ты рассказал ему обязанности отреченного человека. Gramya katana shunibe, gramya bharatana kohibe, balana koibe ar balana koribe. Lord Chaitanya said, renunciation means you shouldn't speak gramya katha, nonsense, gossip. Чайтанья Махапрабху сказал: отречение означает, что человек перестает сплетничать. You shouldn't speak gossip or things about mundane subjects. Нельзя обсуждать какие-то сплетни или мирские предметы. Mundane means subjects that do not have a positive service to Krishna. Мирские предметы значит предметы, которые непосредственно не связаны со служением Кришне. And you shouldn't hear these things. И человек не должен слушать этого всего. Gossip, criticizing others is the worst type of gramya katha. Сплетни или обсуждение других людей — это самая худшая грамья катха. Renunciation doesn't mean wearing saffron. Отречение от мира не означает шафрановой одежды. Renunciation means no gossip or nonsense talk.
Отречение означает, что человек отказывается от глупых разговоров и сплетен. And not wanting to hear such things. И не хочет слушать ничего такого. And one should not eat too much luxurious foods. Человек не должен есть слишком роскошную пищу. And one should not dress opulently to attract people. И не должен одеваться в красивые одежды, чтобы привлекать других людей. Then he went on. Он продолжил. Amanina manadena. That means one in the renounced order of life has no false prestige. Аманина манадена значит, что человек, отрекшийся от мира, не должен иметь гордыни. That person does not demand or expect any respect from others. Такой человек не требует или не ожидает почтения по отношению к себе. And such a person in the renounced order of life offers all respect to all others. И такой человек, принявший отреченный образ жизни, готов оказывать почтение всем остальным. In this way, he can always chant the holy names and meditate on Sri Radha and Krishna. Таким образом, человек сможет всегда повторять святое имя снаружи, а внутри поклоняться Радхе и Кришне. So renunciation means offering all respect to others and expecting none in return. Таким образом, отречение означает, что мы уважаем всех и не ожидаем никакого почтения к себе. If we're thinking, I am saffron, they are white. И мы не думаем, я ношу шафран, а они белые. My lips curl in distaste, and I spit. Мои губы кривятся от отвращения, я сплевываю. I am living in ashram on the floor with a kopin. Я живу на полу в ашраме и одеваю каупину. And look at them, they live in house. Посмотрите на них, они живут дома. And they have children. У них дети. And wife. Жена. Beautiful wife. Красивая жена. And look at he buys her saris. Которая любит покупать себе сари. Attachment. I spit at the thought. Это привязанность, я сплевываю. I am sadhu. Я саду. That means if you have that mentality, если у вас есть этот образ мыслей, the best thing to do is get married. Первое, самое лучшее, что вы можете сделать, это жениться. And then maybe you'll get a little humble. Тогда, может быть, вы посмиреннее станете. So actual renunciation is humility. Таким образом, Renunciation of the ego. Настоящее отречение — это смирение, отречение от своего эго. Renounced person doesn't want credit or position, just wants to serve. Отреченный человек не ожидает никаких почестей, он просто хочет служить. Он не привязан ни к чему, кроме своего служения. He wants to give all respect to others and doesn't expect respect for oneself. Он хочет оказать почтение каждому и не ожидает ничего взамен. That's actual renunciation. В этом смысле отречения. And when a grihasta sees that spirit, и когда грехаста видит человека в таком состоянии, this is actual wealth. Он понимает, что это подлинное богатство. This is what I must strive to associate with people like this and develop these qualities. Я должен стремиться к тому, чтобы общаться с такими людьми и развить в себе эти качества. So the grihastas are thinking that we are lowest, and the brahmacharis and sannyasis are thinking we are lowest. In Vaishnava society, everyone thinks I am lowest and I am servant of others. В обществе вайшнава грехасты думают, я самый падший, самый низший. Брахмачари и саньяси думают, я самый падший, самый низший. И таким образом все думают в обществе вайшнава. In this way, those brahmacharis and sannyasis are serving the grihastas by their example and by their humility. Таким образом, брахмачари и саньяси служат грехастам своим примером и своим смирением. And the grihastas are serving the brahmacharis and sannyasis by providing so many facilities by which they could do their service. А грехасты служат брахмачари и саньяси, предоставляя им возможности заниматься служением. And everyone's servant of the servant, and there's love and affection amongst everyone. Таким образом, все считают себя слугами слуг, и между ними царит любовь. That is Vaishnava Varnashram Dharma society. В этом смысл Вайшнава Варнашрама Дharma
not only based on duty, but based on quality of consciousness. Она основана не только на обязанностях, но также на качестве сознания.